30 сентября, день 7. Остановились в Костроме в отеле номер 19. Вот, с видом на другой отель. Очень хорошо, уютно. Какая-то однокомнатная помещенница. Кормят хорошо. Вообще, шведский стол, можно наесться так, что... Короче, питание отличное. И кофе, очень хороший кофе. Да, тут вот такой вот санузел. Все минималистически, но вот функционально и очень хорошо. Там душевая такая, вот со стеклянными стеночками. Ну, замечательно. Вообще чувствуется налет технологичности в отеле. Там цифровые системы доступа на дверях. Ну, вообще. Но, с другой стороны, как бы сразу видно, что владельцы люди не просто какие-то самые техноманьяки, они душевные и пытаются немножко развеселить клиентов. Вот, например, ящичек. Вот такой. Мы думали, конечно, что это мини-бар. И вот он закрыт на замочек, потому что мы не заплатили. Ну, и так вот и думали до утра. А утром там мы его открыли, а там холодильничек. Вот, нам холодильничек вчера пригодился поставить туда молочку, но мы вот почему-то не догадались. Вот, и на этом не все, еще есть еще другие смешные вещи. Например, вот здесь вот кроватка, вот Наташечка лежит, а напротив вот шторка, вроде как окошко закрывает. И вот мы такие, бац, открываем. И что мы видим? Это стеклянная стена в душевую кабинку. Наверное, это очень смешно и неожиданно. Ну, вчера хорошо, что никто не попался, да. Но вообще задумка неплохая. Все заценили. Смешно. Так, ну все, идем смотреть достопримечательности Костромы. Осеннее костромское утро. Парк. Блин, необычный памятник Ленину, очень необычный. Постамент представляет из себя стилизованный собор, и сверху вместо креста стоит Ленин. Я такой впервые вижу. Это вообще просто необычный символизм, но очень много говорящий о том периоде. Стоит он как раз напротив вот собора, который мы недавно видели. Памятник просто очень впечатляет. Высота и вот само решение, вот это вот церковно-политическое, очень наглядно, прямо очень наглядный памятник. Старинные торговые ряды, совмещенные с храмом. Ну, сейчас здесь такой рыночек, что-то половина брошенки, а остальное пытается торговать. Идемте посмотрим, не знаю, может какого купим себе сыра или льняной одежды, что-то еще, пока больше ничего не замечено. Все вот такое вот типично царское, с колоннами, добротное, старинное, до сих пор достояло. Ну, естественно, сейчас выглядит, что запущено. Так, иду искать своих товарищей, они как-то побежали. Что-то их не вижу даже. Здесь где-то вот так вот половина не используется, идет какой-то ремонт. Все находится в обветшало состоянии. Судя по бодрым звукам строительным, наверное, приведет в порядок. Сусанинская площадь.
обзорничек сделаем. И немножко вот на этом здании становимся. Ну, повсюду колонны, лепнина, большие объемы такие вот. Ну, не Волгоград, тоже монументально красиво. По аллейке сделаны такие памятные таблички людям, которые в Костроме делали что-то хорошее. Не все известные, но вот этот был. Сусанина мы точно знаем. А вот еще опять-таки Некрасов, тоже. Это мы знаем. Тоже известный человек, поэт земли русской. Вот посмотрим, может еще кто знакомый попадется. Ну, нет, остальное, к сожалению, нам неизвестно. Во, еще одна табличка. Опять-таки, ага, о, Островский Александр Николаевич. Вот мы тут спорим, что именно он написал. Ну, это драматург, так что он писал какие-то пьесы. Такие невыразительные, шарпанные здания соседствуют рядом с такими красавцами в хорошем состоянии, выложенные так узорчато. Мы вообще думали, что, конечно, это какой-то собор действующий, а потом прочитали, что это родильный дом. Вообще необычно в таком доме рожать, наверное. Издалека мы прочитали это надпись как «Костромские волки». Решили посмотреть, что тут за волки живут. О, чарка водки. Здесь, в общем-то, все по-простому, по привычному нам. Волков нет. Ну что, возьмем бутылочку? Не, пожалуй, не надо. А у вас есть и Да, мы водки. решили Волков нету. не брать этих костромского волка этого. Тамбовского лучше возьмем. Лучше Тамбовского потом. А вот медовухи надо будет, наверное, прикупить там на рынке. Волки. Я думаю, что за волки, блин. Вот необычный дом. Мы издалека думали, что это кирпичный, а это вот, ну так это дерево все покрашено просто краской под кирпич. Все, немножко колонн и зданий на Сусанинской площади. Так, мы посетили магазин сувениров, вышли туда с кружками, с носками, сделанными из крапивы, с пряниками, с черной солью, И с живицей. с живицей и с мумиё. С освященным маслами. Вообще просто продавщица попалась душевная, купили больше, чем хотелось. Такой вот набрели уютный парк на набережной. То все бегаем, покупаем сыры. Блин, отличная брусника, клюква. По 300 рублей килограмм, очень хорошие купили. Ну, короче, набрали полные руки. Сейчас вышли к Волге. Немножко передохнем, кинем все эти покупки в машину. И ну, пойдем еще надо будет прикупить. Клюква, брусника вообще больно хороша. Надеюсь, довезем до дома. А рябины там и так набрали. А вот клюквы с брусникой так по дороге не насобираешь. Вышли на Волгу. Шо?
Вот чем заканчиваются прогулки по Костроме. Это, и это еще мы держали. И это еще мы... Он наша прячет, а там... Мы себя сдерживали. Сыры тут, да. Мы старались ничего не покупать лишнего. Вообще старались ничего не... Мы еще не думали ничего покупать. Мы не собирались ничего покупать, но как-то так вышло. Вот сыр, носки с крапивой. Да, все нужное. Еще медовуху не забыть. Сейчас еще пойдем за медовухой. Ресторан «Старая пристань». Делом на таком старый причал, какой-то старый речной вокзал. Переделан вот под ресторанчик. Ну, говорят, очень дорогой, он во многих обзорах упоминается. Нет, пойдем, так сняли, потому что очень аутентично выглядит по-волжски. А вот еще находится вот такая вот классная скульптура мозаичского зайца. Что-то только первый пароход увидели, который на Волге, сколько проезжали. Пароход первый называется Феликс Дзержинский. Написано «Водоход». Ах, белый теплоход, гущая вода, что я скажу туда. Приехали в Ипатьевский монастырь на берегу Волги. Очень внушительно. Еще наблюдение в Костроме. Что понравилось? Ну, понравился, во-первых, отель. Хороший, недорогой, как уже говорил ранее. Во-вторых, понравилась молочка. Понравился очень рынок. Сыры, клюква. Для нас все непривычно. Все хорошего качества и цена весьма разумная. Стоянки по всему городу бесплатные. Движение не напрягающее. Не знаю, хороший, спокойный город, понравился. Еще и погода нас балует. Пристань. Да, пристань такая тоже очень прикольная. Такие же вот эти вот, как в Волгограде мы видели, причальные приспособления монументальные. Большой мост через Волгу. Пока город понравился. Вход в Ипатьевский монастырь оказался платным. Нам не то чтобы денег жалко, но смотреть тут достопримечательности исторические за деньги, да и вообще делать из достопримечательностей, старых зданий какой-то бизнес, да еще, блин, как бы говорить, что это какая-то духовность в этом присутствует, потому что это делается от имени там православной церкви, ну, по-моему, это некрасиво. Нет, мы не пойдем внутрь Ипатьевского монастыря. Мы сейчас пойдем в Костромскую слободу, где собраны старые деревянные строения, которые так свозили с области и там собирали. И посмотрим, как оно будет там. Хотели очень посмотреть вот эту вот деревянную церквушку под огромными старыми березами. Она прям выглядит. Но по какой-то причине она закрыта. Зайти не удалось. Вот, написано. Полиция временно не работает. Жаль, конечно. Ничего, сейчас пойдем в Костромскую слободу, там посмотрим.
красиво. Зашли в Костромскую слободу посмотреть. Ну, понятно, что оказалось платной. 400 рублей за вход еще. Ну, заплатили, зашли. Очень хотелось смотреть давно уже. 18 век написано. Это, кажется, ветряные мельницы, ну, со снятыми пропеллерами, всякие разнообразные тут. Специально пиво взять. Нас там уже ждут с пивком в Москве. Да. Хорошо. Часовня. Ну, какая-то на замочек. Стоять на верхней части церкви. Мы видим, не все дома открыты для посещения. Действительно, вещи очень старые. Конечно, их надо беречь. Все, на всех не получится. Но некоторые открыты. Так, это что, тоже закрыт, наверное? Это тоже закрыт. Пойдем хотя бы стороной. И вот противопожарные приспособления даже имеются. Вот и Наташечка, что она тут у нас Решила смотрит? прикупить себе что-нибудь. Лавка.
Второй этаж. Тут обрати внимание на конечности стропил. Они сделаны из бревен и вставлены, вот видно, такие ветки. Они одновременно украшениями, видно, являются. Интересный очень момент. На других домах такого не было. О, здесь уже освободилось. Ну, немножко глянем. Еще одна церковка. Дойдем сейчас поближе и смотрим. Может быть, тут внутрь пускают. Нет, внутрь тут не пускают. Вот. Тут вообще внутри очень мало что можно посмотреть. Понятно, они и так еле живы эти строения. Может быть, скоро вообще ничего не останется. Хоть так свезли. Так, немножко надо какой-то дом снять, я думаю, попробовать не крупным планом, вот поближе, чтобы были видны как вот элементы, как это построено. Толщина бревен, чтобы понять масштаб. Я не знаю, какие-то столетние брались деревья. Этот же дом, что на прошлом ролике, еще крупным планом, с другой стороны. Он построен. Какие тут использовались бревна, блин, какой-то вообще интересно очень сделано. Да здесь все, честно говоря, сделано интересно. Вот опять видно эти стропила с такими двумя торчащими ветками. То ли это декоративный узор, то ли эти ветки удерживали немножко доски верхние, чтобы они не съезжали. Функционал непонятен, то ли они функциональную какую-то нагрузку несли, то ли просто эстетическую. Очень хорошее, такое спокойное, тихое место. Даже не хотелось читать никакие вот эти надписи там исторические. Просто прогулялись, не как по музею, а как по парку. Возвращаемся уже на базу, к машине. Пробуем еще сегодня съездить в Ярославль. Хотя уже вторая половина дня, не знаю, как мы это успеем сделать. Смотрим. Не успеваем мы наш план выполнять. Ярославль тоже огромный город. А мы сейчас Костромой никак не можем закончить. Нам наше путешествие нужно было выделять как минимум месяц.
Приехали в Ярославль. Время мало осталось. Осмотр. Сейчас попробуем увидеть все, что удастся. Ночевать здесь не будем, потому что цены на гостиницы волшебные. Поедем в Ростов-Великий, там заночуем, мы забронировали гостиницу. Ну, цены, фактически разница в цене чуть не в 3 раза. При одинаковом качестве. Ну, сейчас побегаем, все, посмотрим. И в Ростов поедем ночевать. Успенский кафедральный собор. Огромен. Открыт, но внутрь мы не пойдем. Пойдем вот снаружи, посмотрим. Даже широкоугольный объектив он не хочет помещаться. Очень большой. Успенского собора спускаемся на парк Стрелка. Тут недалеко. Еще одну примечательность. О, как раз идет отличный сухогруз. Как раз к этому моменту На слиянии рек Волга и Которосль расположен парк Стрелка. Место очень красивое. Памятник современный. Тут всех, кто хочешь, упомянуты. Это памятник тысячелетию города. 1010-2010 год. Тут все. И Ярослав Мудрый, и рыцарь, и священник. Полный комплект имеется. И матерь с ребенком. Засимволизировали. Все при все. И рабочий. Панорамка просто. Очень старые ивы тут растут на набережной. Мне кажется, им больше 100 лет. Я сказал закат, поэтому краски. Успенский собор кажется маленьким-маленьким. Хотя вблизи махина. Да, прочитаю, что Успенский собор был восстановлен взамен утраченного. Что это уже постройка современная. Еще раз закат и огромные ивы. Это мне очень понравилось. Вот она, Волга. Не знаю, что это, но интересно снять будет.
пробуют немножко снять, как мы идем, чтобы передать наше такое умиротворенное, спокойное настроение вечернее. Возвращаемся обратно. И еще раз Успенский собор снимем в ночной подсветке. Наша прогулка коротенькая по Ярославлю подходит к концу. Сделали все, что смогли. Но не успели. Сейчас будем выдвигаться в Ростов Великий. Вот уже церковь снимали ранее, но в подсветке она выглядит совсем по-другому. Темнота и подсветка скрадывают мелкие огрехи. Все смотрится как в сказке. Да, немножко прошлись по ночному Ярославлю. Это площадь рядом с Ярославским Кремлем. Сам Кремль не пошли, вход опять-таки платный. Мы решили по платным достопримечательностям принципиально не ходить. Исключение делали только для Костромской Слободы. Идем сейчас уже на базу. Называется это строение гарнизонный храм. Вот. Это все, что мы о нем знаем на текущий момент. Нам уже пора.